Хола, мои маленькие взросленькие вампирчики. Вы на канале This Нарцисс, меня зовут Артем Нарцисс, и это игра Вампир. Друзья, начну с того. К сожалению, предыдущая запись моя не записалась. И, короче, я вот нашел вот такую вот девку, она хочет крови. Походу, она вампир. Ну и я, в принципе, понял, как пройти, найти дом Эмили. В общем, у нас сейчас два задания. Это явиться в клуб Аскалон и найти дом Эмили. Эмили — это подруга Шарлотты, приемной дочери леди Эшбери. Это наш друг. Друг войны. Стоит что-то там себе там. Что-то он себе там знает и рассказывает. Я уже, да, кстати, нашел, как пройти. Просто так не пройти, друзья. Можете там не искать вход с этой стороны. Нужно, скорее всего, пройти через дом. Просто вот на этом диалоге, вот здесь, у меня зависла игра. Я заметил это уже второй раз поподряд. У меня на диалогах виснет игра. Второй или третий. Именно на диалогах, когда приоткрываются двери. Не знаю, что будет сейчас. Посмотрим. Is anyone there? Jonathan. Короче, она там говорит, что May я... I come in? I was going to bed, actually. О, понятно. Forgive me. With the epidemic, I tend to... I'll tell you what. Come back tomorrow for tea. I'll be glad to see Я you днем, then. к сожалению, не могу. Друзья, а теперь у меня вопрос. Как, черт возьми, туда попасть? Офигеть. Я очень рад, друзья. Что происходит вообще? Короче, мне нужно в этот дом. Войти в него я не могу, по крайней мере, с этой стороны. Как по-другому в него войти? Леди Эшбери, доступен новый диалог. О, это что-то новенькое. Событие произошло, неизвестное Ох, ничего себе. А что это такое? Я этого не видел. Произошло неизвестное событие. Произошло неизвестное событие. Стоп, стоп, стоп. Нифига себе. Саутвар какой-то. Что еще? Доктор Сонси, заступил новый диалог. Произошло неизвестное событие. Слушайте, и что делать? Мне нужно ее найти. Как вариант, в принципе, может быть такой еще. Возможно, как-то... Да сюда и тоже нельзя. Ну и как сюда войти? Вообще никак. Мне нужно в этот дом, друзья. Сюда я не могу войти. Я думал, это как-то будет вот так, смотрите. Вот там сверху есть дверь. Возможно, там можно выйти. Почему наш вампир достопочтенный не может сейчас никуда переместиться? Что он за вампир такой? Ладно, попробуем по-другому. Так, сюда мы заходить не будем. Есть такая тема, что, возможно, где-то вход здесь. Нету такой темы здесь. И здесь нету. Так. Чё там? Ящик. Друзья, вы, конечно, меня извините, но это полный бред. Я не могу нигде войти. Так, и мы открыли дверьку.
Понимаете, да? То есть попасть я туда не могу. Либо я чего-то... Давайте еще раз пробежимся. Просто еще раз пройдемся. Либо все-таки нужно делать, как я говорю. Через дом Кроули. Забираться туда. Через второй этаж. Как там, я думаю, уже можно подняться на второй этаж-то. Давайте заглянем в окна. Что там видно? Нифига не видно. Ну, второй этаж у них есть, значит, как-то, каким-то образом туда можно попасть. Как видите. Хорошего мало, и войти я не могу нигде. Ни здесь, ни здесь. То есть это нужно гипноз, чтобы был 4-й уровень. И тогда я смогу выйти вот там, когда со второго этажа, по идее, смогу забраться вот туда, потом туда, ну и вы поняли. Что-то типа того. А пока, друзья, направляемся к нашему основному заданию. Хотя интересно, ну, нам в любом случае нужен клуб Аскалон. Посмотрим просто, мне просто очень интересно, что нам сейчас будут говорить элитные вампиры, которые вершат судьбы Лондона и Англии. Ну что, поехали? Это будет интригующе. Что же они со мной... Как они будут со мной разговаривать? Она говорила, кстати, леди Эшбери, что быть вежливым с ними. Вежливым и... почтенными. О. Do you know where you are standing right now? In front of the Askalon Club, I presume. The Askalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Опа. Welcome to the Askalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Офигеть. Вы поняли, да? Круто. Нифига There has себе. been quite a battle here. Не то слово. I'm sure the Askalon Club has the money to replace the furniture. Так, сверху есть лорд Хаммерсли. Лорд Шеффилд. Как-то они так выглядят интересно. Я вообще хотел отсюда забрать. Welcome to the Askalon Club, then, Dr. Reed. Welcome to the Askalon Club. Они, короче, типа с ними нельзя вести диалог, вы поняли, да? Они не есть частью. Так, ну, друзья, не пробежаться по такому дорогому особняку и не забрать до ништяков. Я был бы не я, если. Так, что там есть? История и цели клуба Аскалон, да? Насрать мне, какие у них цели. Не, не насрать. Я шучу. Ладно. Погнали наверх. Да, здесь реально бойня целая. Это кто такой? Так, интересно, что же здесь произойдет? Что-то сейчас будет, друзья. Это не доктор Сонси там, кстати, нет? Нет, это не доктор Сонси, это просто чувак, похоже. Кровь пьют, друзья. Стоят в этих... в кубках. Не в кубках, а... в мартини, мартинках.
My good friends, if I may have your attention, Лорд behold Редгрейв. our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Askalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Он пьет кровь людей тоже, кстати. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my Спасибо. lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? Стоит ли говорить? Я восхищаюсь ей. Yes, she is. I may even say I admire her probity and her kindness. She has helped me since I was reborn. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is immortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why have you asked me here? Because the crisis is escalating. Our enemies, the Garda Priwen, have even launched an open hunt. The only way to calm things down is to put an end to the epidemic. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? Не говорите о моей семье. Нет, не знаю, это вас не касается. Нет, не знаю. No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Askalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Askalon Club, and to serve me as such. Before I accept, I have so many questions. Please ask. What is the Askalon Club? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. What does Ascalon... Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. Да, нормально ему, если он ему рыцарь подаровал бессмертие. What does it mean? It means that you swear to protect the interests of the crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? No. Of course, the Askalon Club... Am I supposed to follow? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members. And I do appreciate obedience.
Офигеть. Повиновались. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. Вот и все. Вот тебе и Фергал. Был I и забыл. agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear Фига not. себе. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Askalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. И у них будет образец его крови. Delightful. Welcome to the Askalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Офигеть. Фига себе. И чё, поговорить с лордом Редгрейвом? I personally went patrolling last night in the West End, and I spotted at least 2 foreign Ekons. This is an outrage. We shall chase these intruders down. I was chased by a gigantic Valcod 2 nights ago. I thought it was Fergal coming back, but no. That creature barely spoke English. Ясно. Good evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. I feel perfectly fine. Do not be alarmed. The Askalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Are you not afraid? You are surrounded by... Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first... Is not the nature of this club a secret? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. Are you a member of the club? Да нет, он не Yes, член. I А, am. да? And I have been for many... What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member, and a dying... Are you sick? Personally,
I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. Ну так пускай сделает What тебя can you tell вампиром. me about Lord Red... I would not dare speak of our chairman without it. Mr. Dawson? Of Dawson and Dawson? The A withering London figurehead, to be precise. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save... What is the situation like in the... I am sure Lord Redgrave will enlighten you more... What do you know about... I should not say this, but I admire... But they are our enemies. They are not mine. Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. But that would segregate the rich from the poor, would it not? Our only course of action must be to save England. Ну, спасти Англию, это и спасти богатых. Как обычно, друзья. Are you not mistaking sacrifice? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from... Короче, иди ты в баню. Ой, у меня опыта много. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago, well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Do you know Edgar? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? You were spying on me? Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping tea. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. Ну, видите, они... Смесь оборотня с вампиром, кстати. You do know. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You... Вот так вот. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied skulls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation,
We must eradicate the Skulls. I have met peaceful and wise Skulls. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Skulls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Askalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Опачки. Уровень гипноза. Фамильный портрет. Lord Сколько у него опыта? Redgrave is outside almost every night coordinating our defenses. Such an example. Расспросите местных. Lord Redgrave can play with the brave all he wants, but I won't put a foot outside until the Pre-Wen end their hunt. Почему у них у всех сердца бьются? Странно. Опа, хороший кинжал. Кого же нам расспрашивать, интересно? Просто горожан? Я так понимаю. Скорее всего. Нам бы убежище найти и там все хорошо сделать. Пока сохраняться не буду и опыт не хочу переходить на следующий день. Во-первых, уровень увеличится и монстры сильнее станут. Пока не надо, я думаю. Нужно выполнить много заданий, а потом уже ложиться спать. Я так думаю. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Прикинь. Ты крутой. Так, давайте зайдем к этому дядьке. Good evening. Так, пока... I may have a look at you. А, денег-то у меня нет. Класс. Слушайте, я здесь, конечно, не напродаюсь. Можно пружин попродавать. $13 штук, часть обычной рукояти. Фига себе. 129. Так, чего еще у нас много?
Так, ну теперь мы можем купить, по-моему, да? Да. Есть контакт. Так, и еще. Сразу же к делу. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Not really. Wait, now that you mention it, I don't see the McPhersons in my favorite restaurants. They love delicate meals too, you understand? Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. Так. Goodbye, Mr. Russell. До второго источника инфекции. Так, а что у нас, кстати, по людям? Кого мы уже знаем? Так, многих не знаем еще. Наша мама здесь живет, кстати. Good evening. I won't lie to you, Johnny. I'm not a well man. Да нет, с тобой все нормально. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Infection is everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the Mullaneys... Yes? What about the Mullaneys? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? I wonder. Да, понятно. You need some rest, Clarence. Первый источник инфекции, хорошо. А ты мне что скажешь? Good evening. And good I'm investigating the source of the epidemic. A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when... Where is it? It's the Mullaneys. A nice family who live in a big house near the park in the eastern Всё, part тут of this только два neighborhood. варианта. Goodbye, She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Да, кстати, у нас с ней есть уже диалог. Так, сюда 55 метров, а туда 92. Так, сюда ближе, типа. Ага. Друзья. Что ли, проверим? Сначала, а потом уже будем заканчивать. Я вообще думал закончить. That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? Вообще-то там скаль. А как туда пройти? Нужно обходить. Ладно. Уговорили. Ну, не совсем, но уговорили. Ага, вот она. Нифига себе, что такое? Что это было? Ой-ой! В смысле? Это нечестно. Нифига себе. Охренеть, он мне дал.
Тихо. Ах ты гнида, попал как. Тут пространство такое. Тихо, тихо. Так, норм. Охренеть, попал. Охренеть. Вот попал. Ах ты гнида. Убегаем. Ну, ты почти попал. Если чё. Почти всё. Так, все, с этим разобрались. А я вообще сюда и пройду или не пройду? Вот он о чем, Михалыч. Так, тут есть скаль. Тут никого нет. Так, нам в эту сторону, в общем, нужно. И там внизу поганцы. Один. Бродячий скаль. Блин, не один. Ой-ой-ой, это плохо. Тихо, 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 отходим. Она рыгает. Тихо. В смысле? А что произошло? Она обрыгала меня. Иди в жопу. А там не одна. Я умер, походу, друзья. Блин. Тихо, тихо, тихо. Черт подери. Ай, все. Ну так нечестно, они жесткие. В смысле? Тихо, тихо. Ну вот как? Все, меня убили. Нифига себе. Вот это я отсосировал. Ну, блин. Жесткие бабенки. О, как-то это было вообще не прикольно. Ты забей, какие жесткие. Так, друзья, ну где? И где я? А, это хорошо. Я очень близко. Вы поняли, да? Меня окружили.
крови у меня нету, если что. Блин, как меня бесит этот рык. Сейчас придется упасть тихонечко. Ну ты гнедос, 25 уровня. Тихо. Тихо. Есть контакт. Теперь с тобой. А вот эта тварь откуда взялась? Можно вопрос? Откуда взялся вот этот чувак? Как понимать? Вот объясните мне, что это за бред? Просто ниоткуда чувак взялся. Его здесь не было, реально. Вот смотрим сейчас, вот я возрождаюсь в окружении врагов. Вот бродячий скаль есть. Отлично. Вот есть чувиха. Вот там есть ребятки, да, согласен. Блин, ты меня бесишь. Тихо. Ща мы. Ну ты гнида. А вот и наш любимый, любимый, да, не очень любимый-то. Охренеть, я умер. Откуда берется вот этот черт? Еще и так жестко бьет. Реально, я уже, наверное, хочу пить кровь. О, боже ты мой. Ты забей просто. Просто забей. Да. Да ты задолбала уже. Чё орёшь? Тихо. Ага, ты гнида. Тихо. Оп, оп, оп. А где ты взялся? Не скажешь мне, друг? Тихо. Тихо будь. Ну, смотрите, смотрите, я умер. Я умер. Так. Джи, еще раз. Каким образом я умираю? Меня так жестко... О, господи. Чё делать-то против них, елки-палки? Чё, кровь их пить? Взять, может, этот... Как он
называется. Кол. Попробовать. Чё он? Как он будет работать? Или вообще дробовик? Так. Пистолет у нас есть. Поглощение крови. Поглощение крови. Все по 10. Оглушение. 10 оглушения. Урон. Урон. Здесь урон такой довольно неплохой. И это что, урон? Это по-вашему урон? И что дальше делать? Ну, окей, возьму, например, пистолет. Так, это у нас С. Ну, так сделаю. Окей. Дальше. Возьму теперь вместо этого колышек. Так. Ну, вы поняли. Отлично, я умер. Господи, о господи. Я умер. Опять. Кстати, и вся проблема вот этой дамочки, наверное. Сейчас попробуем ее убить, нафиг. А это что было? Так, друзья, я буду заканчивать. У меня жопа сгорела от этой игры сейчас. У нее такой урон жесткий. Просто забей. Я только одного не могу понять момента. Почему у меня все мои запасы пропадают? Не скажете? А здесь все появляются. Все, последний раз, друзья. Тихо. Нужно ее убить. Тихо, тихо. Главное эту бабу убить. Тихо. Есть. Тихо будь. Ну как он так попал? Ну это забей просто. Пошли вы в жопу, дебилы два. Так, тихо. Мне нужно кое-что здесь поменять. Хороший кинжал. Да иди ты в жопу, задолбал уже.
Так, тихо, тихо. 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 Что я хотел сделать? Нажать С и поменять на этот. Да, иди сюда. Тихо. А, на это не действует. Я только потратил. К сожалению. Так, тихо. Нужно, знаете, что сделать? Нафиг это в баню. Поглощение крови. 10, 15. 10, 13. Как говорится, друзья, терпение и труд все перетрут. Просто нужно было убить гребаную уродину. Так, а еще, я надеюсь, здесь уже никого нет. Зато есть кровь. Нет, таки там же есть еще вот эта херня. И что мне с ней сделать? Она сейчас может меня убить к чертовой матери. Тихо. Тихо, дурочка. А, я не попал. Еще и погиб. Так. А, я забыл, блин. Я забыл, что эта гребаная фигня взрывается. Вот так я и сдох. В прошлый раз. Охренеть просто. Придется крыс жрать. А чё поделать? I have this thirst for blood. Иди сюда. This is despicable. Да, ну, блин. Я согласен I can't полностью. believe I'm doing this. Я сам не могу поверить, что ты такое делаешь. Так, а куда эта дверь идет? А, туда, куда я и хотел. Дверь отперта, но мне не надо выходить отсюда. Нужно вернуться. И узнать, что же здесь произошло. Ликвидировать? Что значит ликвидировать? Источник инфекции. Да здесь нету никого. Кого мне ликвидировать? Ладно. По крайней мере, сюда можно. А, можно. Там кто-то есть? Или что? Что-то я ни хрена не понимаю. Что именно я должен ликвидировать, но я так понял, то, что я должен ликвидировать, находится на втором этаже. А я здесь нашел, кстати, отличный помповый дробовик. Ай на не. Так, сюда нет. В общем, наверх нужно идти. Друзья. Наверх. О, ништячки. Подъехали. Так, ну, Роджер, 27 уровень. Присцилла Макферсон. 27 уровень, друзья. Вы поняли, да? Вот 27 уровень, друзья.
Опять эти гребаные. Тихо, 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 я ухожу. Ухожу. Не-не-не-не, не драться. Нужно убить сначала эту дамочку. Тихо. Блин. Но это нереально. 27 уровень. Что делать, друзья? Нужно улучшать себя, скорее всего. Но я не понимаю, просто после ночи вроде как бы все вырастает уровнем. Вот это слово уже меня достало. Но завершать нужно. Потому что толку не будет. Я не знаю, где именно я окажусь. А, я в этом доме оказался. А, еще что я хочу сказать. Вот, посмотрите, что сзади происходит. Вы поняли, да? Уйти отсюда тоже не смогу без боя. Как-то так. Будем потом пробовать ликвидировать с таким уровнем. Ну, там уровень просто запредельный. Против двоих. Против одного еще можно сражаться, а против двоих очень сложно. Так что, друзья, все, что за все, что происходило, обязательно ставьте лайк, читайте твиттер, подключайтесь в группу ВКонтакте, подписывайтесь, кому не лень. Новое видео каждый день у меня на канале. Адиос, амигосы, пока-пока.